Приветствую вас на канале Wow Nails Design. И в этом видео мне не терпится поделиться с вами идеями дизайна ногтей на тему русалки. В недавнем голосовании они были на втором месте после Египта. И я подготовила для вас обещанную подборочку как для совсем не рисующих мастеров, так и для рисовашек. В этом видео, как всегда, все информативно, четко, только ключевые моменты, 6 градиентов и 7 вариантов дизайна ногтей, которые сочетать можно между собой. Итак, поехали. Все варианты градиента делала в один слой. Наношу неоновый розовый йогуртовый гель-лак, йогуртовый сиреневый, обычный гель-лак такой светло-светло-серый, йогуртовый мятный и обычный бирюзовый. Кистью гребешок для градиента начинаю перемешивать цвета между собой разметающими движениями, начинаю снизу и продвигаюсь кверху. Периодически кисть обтираю влажную салфетку от излишков гель-лака. Если необходимо, выпрямляю ворс, контролирую, чтобы он был ровный, не сбивался. И вот такими стягивающими движениями довожу градиент до идеала, делая более плавный переход. Этой же кистью либо тонко дорабатываю градиент у боковых валиков, и если необходимо, довожу тонкой кистью под кутикулу. Так как у меня молочная подложка, очень многие градиенты на нее ложатся в один слой. И вот такой вот красавчик однослойный у меня получился. И следующий вариант градиента, те же самые цвета, как и в предыдущем, только я их перевернула кверх тормашками. У кутикулы бирюзовый, затем мятный, серый, сиреневый и розовый. Точно так же, как и предыдущий градиент, снизу вверх прохожусь разметающими движениями, а затем стягивающими довожу градиент до идеала. Как правило, такие цвета, пастельки, а тем более йогуртовые, перемешиваются быстро, легко и в один слой. Просушиваю градиент 60 секунд. И третий вариант градиента: насыщенный синий, бирюзовый, мятный йогуртовый гель-лак, обычный светло-желтый или лимонный и неоновый розовый йогуртовый гель-лак. Точно так же кистью гребешок, как и в предыдущих, прохожусь разметающими движениями и затем стягивающими довожу до идеала. Кстати, данный градиент однозначно можно делать в один слой и не доводить вот такими стягивающими движениями до идеала, так как здесь у нас будет кораблик, внизу будет море, и в принципе, если совсем плохо сделали градиент, видно эти полосы, можно будет прорисовать, где розовый, например, облака. Просушиваю градиент. И четвертый вариант: лимонный, мятный йогуртовый, насыщенно голубой, фиолетовый и йогуртовый розовый неон. Обожаю градиенты, и такое залипалово у меня получилось. Просушиваю градиенты 1 минуту. Пятый вариант градиента: на половинку ногтя нанесла выбеленный мятный, где-то четвертинка бирюзовый, на оставшуюся часть неоново-розовый йогуртовый. Начинаю перемешивать цвета снизу вверх разметающими движениями, а затем стягивающими довожу градиент до идеала. Просушиваю 60 секунд. И шестой вариант градиента: подрисованную русалку, на 2/3 ноготка выбеленный мятный и на 1/3 бирюзовый. Точно так же разметающими движениями перемешиваю цвета между собой, а затем довожу до идеала стягивающими. Все градиенты, кроме этого, сделала в один слой. Данный градиент сделала в 2 слоя, так как мне придется бафить под прорисовку, поэтому сделала его в 2 слоя. Просушиваю 60 секунд, вытираю липкий слой, шлифовщиком тщательно бафлю и вытираю ноготок от пыли. Далее обычным простым карандашом, тонким, у меня это автоматически, прорисовываю эскиз лица. Прорисовываю контур самого лица, волос и намечаю, где будет нос и глаза. На палитру наставляю гель-лаки, которыми буду делать прорисовку. Пудровый, белый, темный шоколад, неоново-розовый, насыщенный голубой, насыщенный синий, фиолетовый и капля топа для размытия. Вот такие цвета гель-лака мне понадобятся для прорисовки. Итак, приступим. Кистью из флакона пудровым цветом закрашиваю лицо русалки. Слой должен быть плотным, равномерным и не выпуклым. Просушиваю 30 секунд и неоново-розовым закрашиваю волосы.
Точно так же просушиваю 30 секунд, смешиваю темный шоколад с пудровым и затемняю те места, где будут глаза, и намечаю нос. Более темно-коричневым прорисовываю ноздри поярче. Просушиваю промежуточно 10 секунд, смешиваю пудровый с белым и высветляю кончик носа и скулы. Фиксирую в лампе. Прорисовав нос и тени глаз, я вижу, что мне не хватает немножечко здесь по контуру бежевого пудрового. Закрашиваю необходимую область, просушиваю 10 секунд промежуточно и белым плотным гель-лаком, либо гель-краску можно взять, что наиболее плотное, таким вот насыщенно белым прорисовываю белки глаз. Просушиваю 10 секунд. Далее смешиваю темно-коричневый с неоново-розовым и пудровым. Получившимся цветом прорисовываю губы. Практически всю прорисовку я делаю круглой кистью, где-то 1,2 или 1,5 мм в диаметре. Еще она называется для подмалевка. Все ссылки на название оставлю в описании под видео. Прорисовав форму губ, как бы подмалевок будет губ, просушиваю 10 секунд. К этому цвету домешиваю чуть больше пудрового. Высветляю губы, тем самым придаю им визуально объемности. Чуть более темным добавляю чуть больше коричневого по центру губ, затемняю, делая визуально еще объемнее губы. Просушиваю в лампе. Далее черной гель-краской, у меня это для стемпинга, так как ей мне получается прорисовать наиболее тонкие и четкие линии. Прорисовываю обводку и ресницы глаз. Фиксирую в лампе. Насыщенно голубым закрашиваю радужную оболочку глаз и для большей живости добавляю чуть синего. Фиксирую в лампе. Черной гель-краской ставлю зрачок. Белым гель-лаком ставлю блики на глаза. И вот такие вот уже живенькие глазки у меня получается. Подсушиваю их в лампе. Смешиваю пудровый с коричневым. И таким светло-коричневым прорисовываю веки. Этим же светло-коричневым затемняю чуть больше у правого глаза рядом с переносицей. Просушиваю в лампе и темно-коричневым прорисовываю брови. Как по современным стандартам прорисовываю вот такие густенькие широкие бровки. Просушиваю их в лампе. Светло-коричневым добавляю тени под глазами, затемняю. Чуть прохожусь вдоль переносицы. Затемняю внешний угол над веком. И высветляю маленькую область у внешнего угла глаза. Уже вполне живое объемное личико получилось. Просушиваю 10 секунд. Затем затемняю под губами. Мне немножечко не хватило подбородка, я пудровым докрашиваю, сколько мне нужно. Фиксирую в лампе, смешиваю пудровый с коричневым и затемняю под скулами, делая таким образом скулы еще визуально объемнее. Промежуточно подсушиваю. Выбеленным пудровым ставлю как бы блики, блеск прорисован на губах. Темно-коричневым обвожу по контуру лицо. Мне не хватило чуть контрастности, чуть более темно-коричневым подкрасила ноздри и по спинке носа. Просушиваю промежуточно, смешиваю неоново-розовый и фиолетовый
и получившимся цветом прорисовываю тени на волосах. Подсушиваю в лампе, смешиваю неоново-розовый с белым и таким светло-розовым высветляю, провожу по волосам, прорисовываю тем самым как бы блики на волосах, придавая им живость и объемность. Не просушивая, домешиваю чуть больше белого и таким светло-розовым, практически уже белым, прорисовываю тонкие полосы, придавая тем самым еще больше объемности визуально волосам. Просушиваю в лампе. Насыщенно розовым добавлю яркости волосам, ближе к редку, к макушке прокрашу вот этим насыщенно розовым. Окончательно просушиваю дизайн минимум 30 секунд и перекрою ноготок глянцевым топом. Хотя я любительница, конечно же, матового, но для сравнения перекрыла глянцевым топом. Такая красотка-русалочка с розовыми волосами у меня получилась. Просушиваю топ 60 секунд. Смешиваю фиолетовый с темно-коричневым и с каплей топа. Полупрозрачным таким сиренево-коричневым прорисовываю очертания русалочьего хвоста, чуть затемняю основание, плавник и прорисовываю где-то 2-3 мм, растушевываю тени. Промежуточно подсушиваю. Точно так же, только в обратном направлении на соседнем ноготке прорисовываю тот же самый хвост, как бы кусочек хвоста и плавничок, вернее вот его контур и тень. Подсушиваю прорисовку в лампе и топом без липкого слоя, подходящим под втирку, закрашиваю плавник. Топ этот просушиваю 60 секунд. Прокрашиваю этим топом именно только кончик хвоста, сам плавник, и на одном и на втором ноготке, просушив 1 минуту, втираю втирку единорог или она же радужная. Втирка мне необходима только лишь на плавниках. Далее, смахнув излишки, серебристой гель-краской без остаточной липкости делаю тонкую прорисовку. Это такие прожилки плавника, хвостика будут. И просушив эту гель-краску 1 минуту, вглаживаю втирку. У меня это такое кофейное золото. Ссылку на название найдете в описании под видео. Кончик хвоста плавника перекрываю топом, запечатываю хорошо втирку. У меня это глянцевый топ без остаточной липкости. Топ просушиваю половину времени, 30 секунд. Далее он досохнет. Перекрываю эту прорисовку на одном и втором плавнике. Просушиваю половину времени топ. И салфеткой смоченного обезжиривателя вытираю остатки втирки и липкий слой неперекрытого дизайна. Далее буду использовать вот такие вот ромбики. Переливаются как втирка единорог. Я подумала, что их проще всего будет найти и проще всего ими сделать вот этот эффект чешуи русалочьего такого хвоста переливающегося. Необходимую область я прокрасила базой для гель-лака тонким слоем и на эту непросушенную базу выкладываю с помощью кисти вот таким вот образом ромбики. Фиксирую базу с ромбиками в лампе, чтобы придать объемность этому хвосту и запечатать хорошо эти ромбы. Данную область перекрываю выравнивающим слоем базы. Просушиваю ее в лампе, снимаю липкий слой и пилочкой обязательно уберу какие-то торчащие углы этих ромбов. Иначе все торчащие уголки будут цепляться и в итоге дизайн отколупается. Вытираю от пыли и перекрываю глянцевым топом без липкого слоя. На ручках клиентки понадобится тонкая кисть, чтобы хорошо завести кутикулы и вдоль бокового валика. Просушиваю в лампе и на оставшуюся область наношу матовый топ с кусочками серебристой потали. Мне безумно понравился эффект, думаю, он как раз сюда в тему. Тонкой кистью, где необходимо, выравниваю данный топ и просушиваю его половину времени, 30 секунд в лампе.
На эти кусочки слюды крупные наставляю по маленькой капле глянцевого топа либо геля. И получаются такие капли росы, воды, безумно сверкающие, даже похожи на стразы. Просушиваю гель 30 секунд и далее буду использовать слайдеры. Это супер классный, простой, быстрый способ, особенно для тех, кто не рисует. Да и вообще в слайдерах очень много того, что от руки просто невозможно прорисовать или сделать, либо это очень трудоемко и время затратно. Показываю мои самые любимые ходовые слайдеры. Конечно, из них можно миллион вариантов дизайнов понаделать. И для наглядности покажу одинаковые слайдеры в матовой и хрустальной серии. Матовые объемные слайдеры я предпочитаю, конечно же, матовым топом перекрывать, а хрустальные густым топом придаю им еще больше объем. Итак, поехали дальше. Вариант для нерисующих: буду использовать слайдер. Чтобы цвет лица моей русалки не посинел, не изменился, прокрасила подмалевок неплотным белым гель-лаком. Подсушиваю его в лампе и прокрашиваю ноготок тонким слоем базы для гель-лака. Ее сушу только 5 секунд и на недосушенную эту базу переношу слайдер штампом. Получается четко, ровно. Силиконовой кистью разглаживаю складки, приглаживаю слайдер. И вот такая красота у меня уже получилась, и не надо уметь рисовать. Отпечатал и готово. Просушиваю базу и слайдер 10 секунд, и мне не хватило вот этого ярко-розового. Я неоново-розовым витражом подкрашиваю слегка волосы, чтобы они были поярче. Досушиваю дизайн окончательно и перекрываю матовым топом с кусочками серебристой потали. Топ выравниваю тонкой кистью и распределяю поталь так, чтобы она не попадала на лицо русалки. Топ просушиваю не до конца, обычно я делаю половину времени, и густым гелем либо топом без достаточной липкости наставляю объемные капли на вот эти кусочки потали. Дизайн готов, досушиваю окончательно 30 секунд. Следующий вариант. После градиента на ноготке есть липкий слой, и я не буду наносить базу, а размоченный слайдер переношу на липкий слой. На оставшийся дисперсионный или липкий слой я переношу только плоские слайдеры, так они будут хорошо держаться. Объемные же слайдеры, повторюсь, переношу только на базу. Подсушила базу и слайдер 10 секунд в лампе и перекрыла ноготок матовым топом с кусочками серебристой потали. Просушила топ половину времени и наставляю объемные капли густым гелем либо топом без липкого слоя. Подсушиваю несколько секунд в лампе и этим же гелем наставляю объем на хвост русалки и волосы. Промежуточно фиксирую фонариком, где необходимо дублирую объем. Окончательно просушиваю дизайн 30 секунд, и вот такая вот красота у меня получилась. Обожаю этот эффект матового и объемного глянца. И следующий вариант для нерисующих безумно залипательный. Я перекрыла ноготок базой для гель-лака, просушила ее 5 секунд и штампом на нее переношу размокший слайдер. Вот такой вот хрустальный корабль, прям стеклянный. Чем мне нравится переносить именно на базу? Тем, что я могу сдвинуть, подвинуть, как мне необходимо выровнять. Силиконовой кистью приглаживаю, чтобы нигде обязательно ничего не торчало. Подсушиваю в лампе. Прям на палец нанесла белый, каплю топа, насыщенно голубой, насыщенно синий. Кистью гребешок для градиента набираю все эти цвета и вот таким вот образом прорисовываю волнообразные движения. Тем самым получаются волны и море. Что скажете? Быстро и безумно красиво. Просушиваю окончательный дизайн 30 секунд и перекрываю весь ноготок матовым топом с крупными кусочками серебристой потали. И густым гелем без остаточной липкости придаю объем этим хрустальным парусам. И густым глянцевым гелем без остаточной липкости придаю объем этим хрустальным парусам. Промежуточно фиксирую с помощью фонарика и окончательно досушиваю дизайн 30 секунд. И вот такой вот безумно красивый стеклянный хрустальный корабль у меня получился. Но не нарисуешь так, ведь правда?
И следующий дизайн также наношу базу для гель-лака тонким слоем. И на недосушенную эту базу переношу размокшие у меня здесь хрустальные слайдеры. Распределяю, разравниваю как мне необходимо, приглаживаю силиконовой кистью. Замечу, это не обязательно может быть ракушка и морской конек, это может быть совершенно любой субнабор из тех морских слайдеров, которые я показывала ранее. А я перекрываю ноготок матовым топом, просушиваю его половину времени и густым глянцевым топом без остаточной липкости наставляю объем на ракушку и морского конька. Промежуточно фиксирую фонариком и где необходимо дублирую, наставляю еще больше объема. Окончательно просушиваю дизайн, и вот такая вот хрустальная красота на матовом фоне с брызгами и каплями у меня получилась. Итак, подборочка русалочек ногтей у меня готова. Надеюсь, это видео вам понравилось или было полезным. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. И если первый раз на моем канале, не забывайте подписаться на него, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И до новых встреч!